Вот уже 2 недели проводится социальный эксперимент, в котором случайно выбранному подопытному разрешено слушать только музыку корейской группы Blackpink. Подопытный перестал отвечать на наши вопросы, произнося только бессвязную чушь, наподобие «ра-та-та-та», «ду-ду-ду-ду», «врум-врум» и «бумбае». Сегодня, как вы уже поняли, поговорим о самом успешном герлс-бенде кей-поп мира, группе Blackpink. Я сразу оговорюсь, что я не являюсь ни фанатом, ни хейтером этой группы. В этом видео не будет звездных интриг, разборов членов группы по знакам зодиака, мнения о постановке их танцев, потому что я не танцор и не астролог. Ты вообще полупокер кто такой? Сегодня я скорее хотел посмотреть на творчество одной из самых коммерчески успешных идол-групп с точки зрения академического музыканта, коим я являюсь. Разобраться в том, умеют ли петь вокалистки и какие особенности можно выделить в инструменталах их песен. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, куда я выкладываю всякие музыкальные приятности, эксклюзивы, дополнительные материалы. Объясни, что тут к чему. Для понимания контекста я кратко поведаю вам историю становления Blackpink. Примерно до середины 19 века Корея и Япония находились под сильным влиянием своего старшего брата – Китая. Впрочем, уже в первой половине 20 века, до 1945 года, Япония колонизировала Корею, что повлияло на развитие корейской культуры и языка, которыми мы их сейчас знаем. Возрос уровень экономики, продолжительность жизни, общая грамотность населения, зародилось радио, театр западного образца и современная корейская литература. Через страну восходящего солнца корейцы получали западные технологии. Закончилась Вторая мировая война. После разделения Кореи на Северную и Южную в 1948 году эта страна смогла почувствовать себя более-менее независимой в политическом плане, хотя экономика теперь полагалась на Северную Америку. Она продолжила естественный культурный обмен со своими соседями, и чуть позже, когда американский шоу-бизнес захватит планету, впитывать западную культуру. Скакнем немного вперед. В 1997 году вся Азия страдала от экономического и финансового кризиса. Экономике Южной Кореи тоже пришлось несладко. Она быстро обесценивалась на мировом рынке, многие заводы закрывались, а предприятия объявляли о своем банкротстве. Различные коммерческие организации, связанные с культурой, предоставили дополнительные кредиты для восстановления корейской экономики. А в 1999 году Корея приняла закон о возрождении культурной индустрии, что способствовало, в свою очередь, развитию и распространению корейской музыки за границами государства при поддержке корейского правительства. И несмотря на то, что номинально первая кей-поп-группа появилась в 1992 году, это был Seo Taiji and the Boys. Расцвет этого поджанра музыки пришелся все же на 21 век, и с развитием интернета она стала распространяться еще быстрее. Все мы помним исполнителя Psy с его хитом Мне кажется, не найдется человека, который не пытался бы повторить вот эти вот знаменитые танцевальные движения в далеком 2012-2013 годах. Если судить по просмотрам на YouTube, большая часть планеты точно знакома с этим корейским мужчиной. Еще существует, конечно, BTS. Да. Так а что там с Blackpink? Это не одна из тех классных историй, когда несколько друзей собрались у себя в гараже, чтобы попилить немного музончик, а потом внезапно на них обратил внимание известный продюсер, и они отправились в мировое турне. Нет. По сравнению с этим, Blackpink можно считать искусственной группой, которая еще с самых зачатков идеи имела все шансы стать очень популярной. В далеком 2011 году боссы корейского агентства YG Entertainment, которые, к слову, работали и до сих пор сотрудничают с Psy. Так вот, боссы этой студии намеревались создать большой женский ансамбль, не менее 7 человек, опыт такой уже есть. Для поиска они
запустили кастинг по всей Азии и Океании, где отбирали кандидата к себе в агентство и отправляли на стажировку в Корею. Там на протяжении почти 5 лет продюсеры отсматривали молодых девочек в целях найти самых красивых и талантливых. Таким оказался вот этот квартет. Вот они слева направо. Наконец-то я использовал этот мем уместно. Роузе – кореянка, переехавшая в Австралию ребенком. Дженни – кореянка, обучающаяся в Новой Зеландии. От нее, кстати, фанатеет Барак Обама. Ну типа. Лиса – Тайка. И, наконец, Джису – самая ортодоксальная кореянка из этой четверки, которая, как и большинство корейцев, по-английски до последнего времени даже не особо разговаривала. We saw Chinchilla. I'm okay. Вот такая вот международная корейская группа. В 2016 году они выпускают свои первые песни «Whistle» и «Бумбая», которые сразу же поднимаются во все возможные хит-парады. В общем, становятся базой танцевальной музыки. Это база. Их даже в Just Dance добавили. Я считаю, это показатель. И сейчас я бы мог половину видео рассказывать о том, какие песни и альбомы они выпускали дальше, в каких странах они побывали, сколько денег заработали. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. И все такое. Но вы лучше почитайте это на соответствующих ресурсах. Разве что стоит упомянуть, что почти за 10 лет активного сотрудничества бенда девушки выпустили всего около 30 песен. Для сравнения, за последнее десятилетие 21 Pilots выпустили более 80 песен, а Билли Айлиш более 60 за тот же период времени. Я, кстати, об обоих этих исполнителях уже рассказывал в своих видео, советую заценить, если не видели. Одним словом, не очень любят корейские продюсеры радовать блинков, своих фанатов, новыми записями. Ходят слухи, что в конце этого года должен выйти новый мини-альбом. Не надо Что не надо? давать мне надежду. Но кроме разговоров мы пока что ничего не слышали, так что работать будем с тем, что уже вышло. Итак, представим, что вас зовут, ну вот, какое есть самое банальное корейское имя? Скажем, Тедди Парк. Абсолютно случайное имя и фамилия. Тедди Васильевич Парк. Мы продюсер и сонграйтер. Перед нами стоит задача создать песню максимально доступную в плане и музыки, и лирики для огромной мировой аудитории. Нужно, чтобы в отличие от японского попа нас слушали не только в своей стране и немного в Азии, а чтобы наши хиты распространялись на самые высокооплачиваемые рынки в США и Европу, чтобы потом ездить с турами и продавать билеты по $1000. Возьмем самые популярные стили западной музыки: хип-хоп, электронику, транс и даже классическую музыку и добавим чего-нибудь корейского. Например, в песне Pink Venom «Розовый яд» Ну, я в курсе. во вступлении мы отчетливо слышим звуки корейского фольклорного инструмента камунго. Это действительно старинный струнный инструмент, датируемый как минимум 4 веком нашей эры. И как же я люблю восточную культуру. Вот европеец бы сказал «доска с натянутыми веревками», а для корейца верхняя изогнутая часть деки символизирует небо, а нижняя плоская – землю. Камунга имеет 6 струн. На нем обычно играют, сидя на полу, а струны необходимо щипать специальной бамбуковой палочкой, называемой сулдаэ, в то время как левая рука, как и на гитаре, прижимает струны к ладам. Исполнители надевают на безымянный палец специальный наперсток, который служит опорой при надавливании на струны и помогает им делать эффекты вибрато и микротонально изменять высоту звука. У себя в телеграм-канале на следующий день после выхода этого видео я прикреплю пару интересных ссылок для тех, кому хочется больше послушать музыки, исполненной на камунго. В другой популярной песне How You Like That авторы воспользовались дважды гармоническим мажором, который пришел в западное музыковедение как раз из восточной культуры. Это еще так называемый цыганский лад или венгерский лад.
по сравнению с обычным гармоническим мажором, где у нас понижена шестая ступень, мы также альтерируем вторую ступень, что создает в этой гамме уже две увеличенные терции, которые в свою очередь и придают это колоритное звучание. Как еще можно вызвать интерес у западного слушателя? Можно взять отрывок из известнейшего классического произведения, засэмплировать, как это делают рэперы, и создать танцевальный трек, как это произошло в случае Shut Down. Я не думаю, что открою вам Корею, когда скажу, что санграйтер взял за основу Кампанеллу Никколо Паганини, известнейшего скрипача-виртуоза, который мог играть свои пьесы на одной струне. Это не первая аранжировка этой темы. В свое время о клубном музончике задумывался Ференц Лист, но у него, как всегда, получился этюд для фортепиано. Можно еще использовать красивые гармонические последовательности, только не слишком часто. Например, в Бумбая автор окрашивает одну из частей песни, сопровождаемую темным вокалом джису, так называемым «дарийским ладом». В прошлом выпуске я рассказывал немного о народных ладах, которым дарийский и принадлежит. Вообще это мажорная субдоминанта, которая появляется в минорном ладу, как раз благодаря использованию звуков дарийского лада. Является очень яркой краской, как если на черный квадрат плеснуть чем-то пестрым, петухом. Что мне нравится, это петушиный крик. Такой аккорд используют в современной музыке достаточно часто. Послушайте, как это звучит в случае Blackpink. И еще несколько примеров из западной культуры. В целом, наши мелодии не должны быть слишком сложными. Наоборот, их должен суметь спеть любой фанат, будь то Леди Гага или Виталя с соседнего подъезда. Чаще всего мы будем пользоваться 2-3 нотами. Но иногда можно позволять себе использовать более широкие интервалы, неочевидные для неподготовленного слушателя. О чем мы вообще будем петь и на каком языке? Можно было бы взять какой-нибудь эсперанто, который, по идее, должны понимать большинство носителей романских и германских языков. Или, может, на казахском? Конечно, петь нужно на английском, чтобы нас понимала основная платежеспособная аудитория. Но и про корейский не забываем. Таким образом, в большинстве песен припев либо поется полностью на английском, либо использует этот язык для хуков, цепляющих репетитивных фраз и мотивов, которые остаются в голове после прослушивания. Как, например, их музыкальная подпись. Фраза «Blackpink in your area». Или, как перевел бы это Володарский, «Черно-розовые на твоей территории». Эти заветные несколько слов мы можем услышать почти во всех песнях группы, что действительно работает как художественная особенность. Ну и петь, конечно, будем на тему, которая объединяет все народы мира. Скутеры. О любви. Иногда позволим себе быть дерзкими и даже надменными, а иногда раскроем эту тему с более романтическим подтекстом. Не забудем и про необычную фишку, которую корейцы почерпнули из оперных вокализов. Не обязательно всегда произносить слова, можно использовать просто слоги, которые легко поются на всех языках, имитирующие звук мотора машины, ударов по большому барабану или просто односложные напевки. Нужно не забыть дать попеть каждой из вокалисток, чтоб никто не обижался. Для этого чуть расширим прикорусы, части, которые в современных песнях мы слышим между куплетом и припевом. Они используются для подготовки слушателя к материалу припева. Буквально прикорус,
предприпев. По этой же причине и припевы часто будут длиннее, чем у исполнителей с одним ведущим вокалистом. Кстати, насчет вокалисток. Умеют ли петь члены группы Blackpink? Не то слово. Я, как бы страшно это ни звучало, профессиональный музыкант, но инструменталист, а не вокалист. Поэтому я, конечно, выскажу свое мнение, но если вдруг оно не совпадет с вашим или будет, на ваш взгляд, недостаточно аргументировано, смело пишите об этом в комментариях. Буду рад подискутировать. Это меня устраивает. Я считаю, что члены группы Blackpink умеют петь. Не феноменально красиво, не слишком стабильно. На концертах они иногда во время номеров используют лип-синк, по-русски фанеру, но все же в большинстве случаев, когда они действительно поют на живых выступлениях, они плюс-минус попадают в ноты. Отдельно стоит выделить Розе, которая, на мой слух, больше всех работает над своей вокальной техникой. Можно прямо проследить эволюцию ее вокала, сравнить 2016 год с ее сольным альбомом, выпущенным в этом году. Вроде бы, начиная с этого года, она также брала уроки вокала у того же преподавателя, что и Сабрина Карпентер, а эта девушка умеет петь. Хотя, конечно, во время подготовительных тренингов до запуска проекта девушки явно развивали свои музыкальные навыки, назвать их выдающимися язык не поворачивается. Но это же фальшь, это ложь. С другой стороны, может быть, этого и не нужно народу. Есть другие плюсы: сценическая харизма, природная красота, неплохая постановка танцев. Хотя некоторые комментаторы в ютубе отмечают, что сейчас с хореографией приключилось что-то непонятное. Да, их студийные записи идеально затюнены, иногда даже настолько, что перестают звучать натурально. Это и требуется от студийной поп-музыки. А на концертах они могут позволить себе быть более естественными. В конце концов, все танцуют, двигаются, и особенно, когда им аккомпанирует потрясающая группа музыкантов и есть плейбэк. Кстати, каждая из артисток в 2025 году запустила свою сольную карьеру и выпустила как минимум по одному альбому. Я не буду вдаваться в подробности, но если вам нравится корейский поп в чистом виде, на корейском языке, советую послушать Джису. Мне кажется, она обладает самым аутентичным звучанием. Если нравится агрессивный хип-хоп, вам к Лисе или к Дженни. У второй, кстати, есть неплохой дуэт с Дуа Липой. Красиво снятые клипы и несколько действительно талантливо сделанных песен в разных стилях. Могу выделить для себя Love Hangover, Seoul City, With the IE, которая вообще звучит как песня Эминема из нулевых, творчество которого я люблю и уважаю. Все эти приемы с нарочито наложенными отдельными словосочетаниями в куплете, будто бы кривая нарезка, разве что с женским вокалом. А у Розе вышел альбом Rosie, это ее настоящее имя, с красивыми балладами в стиле современной американской музыки и АПТ с Бруно Марсом. Над музыкой к этой песне работало более 10 человек. Там в куплете и припеве можно от силы 3-4 аккорда найти. Этот факт будет меня всегда удивлять. Вот мы и создали корейский поп-хит. Бабок потрачено, караул. Теперь осталось немного. Вложить миллионы долларов в маркетинг, снять клип и надеяться, что нам повезет и именно наша песня соберет миллиарды прослушиваний. Ну что, блинки, делитесь, какая ваша любимая песня Blackpink? И даже если вы не фанат этой группы, напишите, какие песни вы переслушивали хотя бы пару раз. Наверняка это могло произойти, хотя бы случайно. Надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поставили лайк и подписались на канал в Ютубе и в Телеграме. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания!